Всем привет, дорогие друзья! Ну а мы продолжаем с вами движение по объездной дороге города Донецка. Это получается у нас, если смотреть на карту, юго-восточный обход Донецка. Движемся мы с вами со стороны трассы Горловка-Донецк, а едем мы из Луганска. И у меня вот есть видео дороги Луганск-Донецк. Кто не видел, посмотрите. Очень интересно посмотреть, как все меняется, в каком состоянии дорога. Это вот предыдущее видео, я его закреплю в конце этого видео. И кто желает посмотреть, может посмотреть. Проехали мы в том видео немного по объездной, заехали на объездную дорогу и сейчас вот движемся по ней. Собственно говоря, видим мы, что здесь идет тоже реконструкция, ремонт этой дороги. Проедем мы порядка 30-35 километров по объездной и выйдем на трассу Донецк-Мариуполь. Суперсовременная трасса. Мы двигаемся с вами в Крым, в сторону Мариуполя. Ну и посмотрим часть этой дороги. Еще раз хочу сказать, едем мы из Луганска, и ту дорогу я показал в предыдущем видео. Ну а здесь смотрим, как идут работы, дороги по Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике строятся, вернее не строятся даже, а ремонтируются, расширяются колоссальными темпами. Проехал я и в полном, если можно сказать, восторге от этих дорог. Конечно же, еще много предстоит чего сделать, но сам факт, что работы в этом направлении идут, это самое главное. А дороги — это, как говорится, кровеносные сосуды всего живущего организма. Возле них всегда жизнь, возле них инфраструктура появляется. Ну и мы вот едем с вами, видим, вот разметка такая еще оранжевая. Это говорит о том, что разметка временная. Это говорит о том, что работы здесь идут. Трасса Донецк-Мариуполь в великолепном состоянии, тоже была капитально отремонтирована, поставлено освещение по трассе, ну, не везде еще, но большинство этой трассы уже освещено. Великолепные вот развязки. И что хочется еще отметить, вся эта дорога в двухуровневом исполнении, то есть вот развязки и основной ход дороги в разном уровне. И это очень-очень хорошо, позволяет не останавливаться, бессветофорное движение. Но пока скорость здесь, я так понимаю, хотя это и город, 90 километров в час по этой дороге, хотя по городу 60, но вот уточните, местные знают, наверное, потому что я что-то ни одного знака здесь не увидел скоростного режима. Ну, вероятнее всего 90 километров в час, потому что все едут, возможно, даже и с большей скоростью. Масштабные работы идут в Донецкой области. И вот один из таких проектов, масштабнейший проект, это обход Мариуполя по трассе Р-280 Новороссия от Таганрога, от границы Ростовской области в сторону Джанкоя. Там приблизительно около 450 километров. И все это будет в четырехполосном исполнении. Хочется уже отметить, что вот от Ростовской области и до Мариуполя приблизительно 37 километров. Это уже великолепная четырехполосная дорога по две полосы в каждом направлении, со знаками, с разметками, с барьерными ограждениями. Но все как положено. Так что вот обход Мариуполя, строительство его уже началось. Планируют по графику закончить его до 2028 года. Но, как сказал первый вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, постараемся закончить за 1,5-2 года. Ну, собственно, он зря слов на ветер не бросает, ему можно верить. Работы действительно масштабные. В нынешних ценах это больше 30 миллиардов рублей стоимость этого обхода. Протяженность его 31 километр 200 метров, разделен на два этапа, этот вот обход Мариуполя. И будет там 14 путепроводов, 3 моста. Вот мост через реку Кальмиус между Калиновкой и Сартаной, мост через Кальчик между Каменским и Старым Крымом, и мост через реку Мизинец, это правый приток Кальчика у Старого Крыма. И путепроводы будут на въезде в Мариуполь на Таганрогском шоссе, на улице Подгорной
в Калиновке, между Мариуполем и Сартаной, между трассой Р-280 и Р-150, проспект Карпова и улица Новосибирская, между Р-280 и Запорожским шоссе, и на въезде в Мариуполь со стороны Мангуша, как правильно. Так что вот такая масштабнейшая работа ожидается, именно вот обход Мариуполя. Ну и, конечно же, там улиц много будет. Я вот вроде едем по объездной Донецка, а я про Мариуполь говорю, ну потому что такая вот масштабная стройка, я не мог вот не назвать количество работ, какие там будут выполнены. Естественно, будут везде шумоограждающие экраны стоять, барьерные ограждения, разделяющие направление движения. И это вот обязательно. Ну и вот смотрите, собственно говоря, мы вот сейчас здесь едем, такая же ситуация. Здесь уже вот разметочка. Объездная дорога не вся ремонтируется, часть уже, как мы видим, отремонтирована. Ну вот, конечно же, я поторопился сказать, что все в разных уровнях. Вот пешеходный переход, видим мы разметку в одном уровне. Это говорит о том, что здесь нужно будет снижать скорость. Ну, как практика показывает, даже до 40 км в час на отдельных участках дороги, потому что пешеходные переходы, вот эти вот шумовые полоски на асфальтовом покрытии нанесены, чтобы было слышно и водителю, и пешеходу, когда вот машина через них проезжает, такой шум стоит. И водителя предупреждает, что вот впереди пешеходный переход, а пешеход, когда идет по пешеходному переходу или стоит там рядом с ним, уже слышит, что едет автомобиль, и тоже уже на чеку, как говорится, потому что дорога — это место повышенной опасности, и всегда нужно вот быть осторожным и внимательным на дороге. Ну, часть, как мы видим, вот этого обхода тоже имеет освещение, но, конечно же, меньшая часть, чем хотелось бы. Ну, я думаю, со временем поставят освещение по всей вот этой объездной. Полностью Донецкой окружной дороги еще нет, видимо, в планах тоже будет сделать, вот закольцевать, как все крупные города, но это еще все, я думаю, впереди будет. Ну, а мы пока едем с вами и наслаждаемся видами донецких вот степей. В некоторых местах, да, вот эти терриконы, шахтные терриконы с таким своеобразным запахом от них. Ну, и это вот такая вот особенность, специфика вот Донецкой области, в районе Донецка. Здесь вот проезжаем мы как раз с одной стороны Донецк, с другой город Макеевка. Фактически они уже вот срослись в одну крупную агломерацию. Ну и вот можно сказать, даже вот эта объездная дорога их разделяет между собой, такая вот произвольная граница, как я понимаю. Если вот смотреть по ходу нашего движения, слева там вот должна быть Макеевка, справа мы объезжаем Донецк, областной центр. Так что вот такая здесь символическая граница. Ну и, конечно же, развязки. Вот если пешеходные переходы мы с вами видели в некоторых местах в одном уровне, то развязки, как я вот заметил, в основном в разных уровнях с обходом. Такая, я помню еще давно, это такая тоже стройка была мощная. Окружная дорога, Донецкая кольцевая окружная дорога. Ну, кольцевой она, судя по карте, еще не стала до конца, но так вот уже ее прозвали. Посмотрите, вот, конечно, разделительный вот этот зеленый газон, он такой слишком широкий, и нету никаких вот барьерных ограждений по разделительной, чтобы препятствовать выезду на встречку. Мало ли что, всякие разные бывают случаи, а вот барьерное ограждение, конечно же, будет препятствовать этому. Но хочу сказать, что в некоторых местах оно уже установлено, и это вот радует. Двигаемся дальше на трассу Мариуполь, Донецк-Мариуполь, потому что мы едем с вами из Донецка. Ну и выезжаем мы на южных окраинах Донецка, да, фактически за Донецком уже там, и будем двигаться в сторону Мариуполя. Ну вот еще по объездной Мариуполю несколько слов скажу, и чтобы для полного понимания, как я уже сказал, на два этапа разделено строительство. Категория дороги будет 1Б,
4 полосы движения. И вот протяженность первого этапа 16 километров 900 метров, а второго этапа 14 километров 300 метров. Как я уже про развязки сказал, про мосты, про путепроводы, ну и стоимость, конечно, сказал. Потому что сейчас дорога проложена практически через центр города, теряется очень много времени. Естественно, весь трафик скапливается в центре города, светофоры, пешеходные переходы, создаются пробки, неудобства для жителей города. Ну и, естественно, разрушается дорожное покрытие, нарушается экология. Представляете, вот фуры все идут вот по этой дороге, тем более движение по Крымскому мосту для фур закрыто. Вот с 3 ноября, кстати, новость еще номер 1, может быть, оно может номер 2. По Крымскому мосту запретили движение электрического транспорта и гибридов. То есть вот автомобили на электрическом ходу и гибридные автомобили теперь с 3 ноября на Крымский мост не допускаются и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Только вот разрешен проезд по трассе Р-280, если вот из Крыма нужно будет выехать на материк. Ну, фуры, соответственно, уже давно не пускают на мост, большие вот машины тоже, ну, а легковые машины и автобусы межгородского обслуживания, межгород на мост пропускаются. Ну и, естественно, трафик по вот Р-280 от Таганрога в сторону Джанкоя увеличится. Ну и нагрузка, конечно же, на вот проезд через Мариуполь тоже увеличится. Так что вот эта дорога объездная будет необходима, и идет строительство. Ну а объезд Донецка тоже такое вот дело. Если будут тоже реконструировать трассу Е40 Луганск-Донецк, может быть, когда-то ее сделают тоже четырехполосной, потому что там в планах большие такие планы на вот эти все дороги. От трассы М4 Дон хотят тоже вот реконструкцию масштабнейшую провести в сторону Луганской трассы, ну и дальше туда. Поэтому тоже вот нужно делать. И когда я ехал по трассе, если вот из Луганска ехать, выезжаешь перед Донецком на трассу Горловка-Донецк, и она тоже масштабная работа идет, тоже идет ремонт, там 4 полосы движения. Ну вот, к сожалению, там развязки во многих местах в одном уровне, что не есть хорошо. Но что есть, то есть. Там вот один участок дороги еще в районе Синоватой, объезд идет там порядка километра, чуть меньше. Ну, я думаю, в скором времени все это будет завершено. Ну и вот смотрите, собственно, какая вот великолепная дорога, 4 полосы. И мы с вами незаметно выехали на трассу Мариуполь-Донецк или Донецк-Мариуполь. Тоже здесь была масштабная реконструкция произведена. В некоторых местах поставлено освещение. Ну вот, когда едешь по ней, я наблюдаю, уже можно сказать 50-50, 50 на 50, трасса уже освещена. Порядка 100 километров, освещение я имею в виду трассы, порядка 100 километров протяженность этой дороги от Донецка до Мариуполя, четырехполосная, она уже давно была, это считалось еще в те времена, но вот в Донецкой области, наверное, самая лучшая дорога. От Донецка до Мариуполя я всегда вспоминаю, когда вот выходные и массовый выезд из города Донецка на курорты Азовского моря, благо совсем недалеко. И вот очень много машин двигалось по этой дороге в сторону азовских курортов. Там Милекино, Азовская Ялта и много-много других. Ну, а здесь посмотрите, какая красота, разметочка, дорога шикарная. Вот по таким дорогам, конечно, ехать одно наслаждение. Здесь вот развязки все освещены, но по ГОСТам они и должны быть. Вот, кстати, где развязки идут в разных уровнях, то вот эти места обязательно должны быть
освещены, и должно быть искусственное освещение в вечернее время. Это вот непременные обязательные условия. Ну, а мы с вами рассматриваем все это, кому интересно. Тем более, вот это очень хорошая альтернатива поездки в Крым. Допустим, едете по М4, Дон, и можно в двух местах в районе Богучара, Воронежской области, или в районе Миллерово, Ростовской области сворачивать вправо, если едете там из Москвы, и двигаться вот в сторону Луганска, потом по трассе Е40 Луганск-Донецк, потом вот по объездной, как сейчас я еду, выезжаете на трассу Донецк-Мариуполь, и уже из Мариуполя выезжаете на трассу Р-280 Новороссия до Джанкоя. Вы солидно экономите вот, по километражу, и самое главное для кого-то, наверное, это вот экономите на платных дорогах, потому что М4 Дон практически вся уже платная, и там плата только растет каждый год, а может быть и каждый квартал, наверное, уже. Ну и, соответственно, всегда там идет ремонт. Ростовская, Воронежская область, постоянные пробки, а здесь вот эта альтернатива будет, и может разгрузить трассу М4 Дон. Ну а для вас это вот время и новые ощущения проехать. Наверняка многие уже ездили по этой дороге и оценили ее. Конечно же, я немного поторопился, сказав, что мы уже выехали на трассу Донецк-Мариуполь. Пока движемся еще по объездной. Она достаточно протяженная, как я уже сказал, где-то 30-35 километров мы по ней с вами проедем и выскакиваем на трассу. Ну а пока вот смотрим. Самое интересное, вот заправки. Вот с левой стороны мы с вами посмотрели заправку. На объездной дороге, хоть она вот такая и протяженная, заправок я увидел не очень много. Это, конечно, минус, но, думаю, бизнес это не упустит, и со временем этот пробел будет восстановлен. И заправок вот на объездной города Донецка будет намного больше. И едем вот здесь все хорошо, что 4 полосы все-таки. На этом участке дороги уже ремонт был произведен. Сразу вот в глаза бросается свежая разметка, все информационные знаки. Ну и вот, собственно говоря, видим мы, что такая вот разметка-указатель. И скоро мы будем съезжать с вами с объездной в сторону Мариуполя. Тут она такая вот многоинформационная разметка. Вот если правее смотреть, это дорога в сторону Запорожья, а мы вот с вами держимся левей и начинаем маневр по съезду, такой довольно-таки затяжной съезд с объездной на Мариупольскую трассу. Здесь мы видим с вами вот мачты освещения. Не знаю, вот вечером здесь не ездил, как тут вот освещение работает. Ну, я думаю, работает, если освещение стоит, хотя, может быть, вот часто замечал, вроде освещение есть, а вроде света не горит в целях экономии, что ли. Но здесь ничего не могу сказать. Вот кто местный, скажите, когда темное время суток, работают ли вот на этих развязках вот освещение. Ну и вот, собственно говоря, пока я это говорил, мы съезжаем с вами на Мариупольскую трассу. Протяженной трассой, напомню, еще чуть более 100 километров. Ну и вот я написал Донецк-Мариуполь трасса. И посмотрите, какая великолепная дорога. Машин пока мало, камер нет. И этим вот можно насладиться, воспользоваться, но не, конечно же, не гнать с бешеной скоростью, хотя дорога позволяет, и не привыкать вот к нарушению правил дорожного движения. Двигаемся в сторону Мариуполя. Ну и хочется сказать, пока вот едем, наслаждаемся такими видами на трассе Донецк-Мариуполь по городу Донецку, областному центру, и вот в столице ДНР, благодаря силам компании «Автодор», будет выполнен комплексный капитальный ремонт улично-дорожной сети. В нормативное состояние приведут свыше 16 километров дорог. Новое асфальтовое покрытие появится на улицах Университетская, Щорса, Знаменская, Бринько,
Карбинской, Ананченко, рационализаторов, Косарева, Дунаевского и Киевском проспекте. На них располагается в том числе и ряд социально значимых объектов. После завершения капитального ремонта путь к ним станет комфортнее и безопаснее для местных жителей. Так, подготовительные работы уже стартовали на Киевском проспекте. Это одна из главных транспортных артерий в городе, по которой пролегает маршрут общественного транспорта. И силами подрядной организации здесь капитально отремонтируют 3400 метров дороги. На объекте выполняются работы по фрезерованию старого покрытия, снимает старое покрытие возле Путиловской развязки. А в дальнейшем в ходе капитального ремонта уложат или уже уложили новый асфальт, устроят тротуары с поребриками, как говорят в Санкт-Петербурге, и смонтируют новые остановочные павильоны. Соответственно, нанесут разметку и обновят дорожные знаки. Все работы планируют завершить ко второй половине 2026 года. Работ много, конечно же, все это делается, не останавливая движение, и это нужное такое, потому что, конечно же, Щорса, там, Университетская, это центр города, по ним вроде есть дороги хорошие, а как стоит куда-то свернуть на окраину, но это не только в Донецке, это во всех городах так, то дороги, конечно, уже худшего качества, но все это стараются отремонтировать. В Мариуполе то же самое, уже четкий план и график выработан, какие дороги ремонтировать в каждом году. И первый вице-премьер правительства России потребовал такие графики, схемы, чтобы все было под контролем и поэтапно ремонтировались в Мариуполе, в Донецке и в других городах. В Луганске, соответственно, тоже. И не будем забывать и про Запорожскую, и Херсонскую области. Но двигаемся дальше. Посмотрите, видите, развязки здесь, разворот в одном уровне, но добавочная полоса возле левого ряда делается, чтобы развернуться. Так что здесь нужно быть осторожным. Машины все равно выезжают, вы мчите по левому ряду, допустим, обгоняете кого-то, и тут выезжает с разворота машина. Да, она хоть и будет в разгонном ряду, но все равно нужно быть осторожным. Конечно, это не очень удобно. Это почему и делают трассу с ограничением скорости 90 км в час. Именно если развязки в одном уровне, трасса уже более скоростной режим никогда не получит. Даже 110 км. Так и будет 90 км в час. Если будут развязки в разном уровне, там уже решают автодорожные службы, ГАИ, присваивать другой статус и нет. Что там говорить, даже М4 Дон, вроде бы отличная трасса, едете все в разных уровнях, и то очень много участков, где скоростной режим 90 км в час. Казалось бы, уже можно и повысить. Также возьмите Крым, трасса Таврида, великолепная трасса, все тоже в разных уровнях, 30 пешеходных надземных перехода, если брать от Керчи до Севастополя, и все равно разрешенная скорость 90 км в час. Были разговоры, когда ее открыли, по-моему, в 2020 году открыли, как давно уже это было, эту трассу, и были разговоры, что отдельные участки сделать разрешенную скорость 110 км в час, но нет, так все есть, 90 км в час, натыкали еще больше камер, и честный отбор денег у населения. А с другой стороны, не нарушайте и не будете платить штрафы. А трасса Донецк-Мариуполь еще здесь конечно же такой, минус или плюс, не знаю. Трасса проходит по населенным пунктам, прям разрезает населенные пункты на две части, поэтому скорость 60, в некоторых местах даже доходит до 40. Как вы видите, здесь и светофорные, организация светофоров есть, так что особо сильно тут не разгонишься, да, но и нормально здесь 100 километров, если ехать 90, там чуть больше часа потратите, но со снижением скорости в населенных пунктах, конечно же, побольше, часа полтора от Донецка до Луганска.
если ехать, не нарушая, соблюдая все знаки дорожного движения. Ну, собственно говоря, вот видите, тоже для местных жителей, конечно, тоже неудобно вот перейти с одной стороны дороги на другую. Видите, вот барьерное ограждение. Надо, допустим, напротив к соседу зайти, и обходить надо километры тоже неудобно. Но что есть, то есть. Поэтому вот новые дороги уже и стараются делать обход всех населенных пунктов, чтобы вот и местным жителям не создавать неудобств, ну и, конечно же, автомобилистам. Вот едешь в одной скорости в потоке и едешь себе, не сбавляя и не увеличивая. Так что вот поэтому, вот я уже рассказал, подробно рассказал объезд Мариуполя. Очень нужная дорога. Ну и через 1,5-2 года, я думаю, скорее ближе к 1,5 года будет ее открытие, потому что темпы там набраны такие очень и очень хорошие. Много техники, я вот проезжал, смотрел, рассматривал все это. Достаточно хорошими темпами идет строительство этой трассы. Ну, еще вот такая новость. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года отремонтируют больше 31 километра трасс и дорожных сооружений. До конца 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трассы, а также на искусственных дорожных сооружениях. На масштабный ремонт дорожной инфраструктуры направят почти 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Работы будут проводиться в рамках программы восстановления дорог на 2024-2026 годы, которая охватывает все новые территории. Ну и, как я уже сказал, 31 километр, казалось бы, вроде это и немного, но все равно, вот если мосты, сооружения все эти ремонтируют, то достаточно большая протяженность. Финансирование уже утверждено правительством Российской Федерации, и подрядные организации готовятся приступить к работе. Ну и ждем выполнения этих работ, и плюс еще вот 31 километр хороших качественных дорог появится на вот этих территориях. Так что работы идут, и это радует. Ну а мы движемся с вами дальше. Напомню, кто забыл, двигаемся мы по трассе Донецк-Мариуполь в сторону Мариуполя с выездом на трассу Р-280 Новороссия до Джанкоя. Я вот решил так по этому маршруту проехать до Крыма и показать вам состояние дорог. Напомню, я уже показал вам вот дорогу по самому Луганску, от Луганска до Донецка мы с вами проехали, и это я тоже показал. Ну а сейчас едем вот, начало маршрута у нас этого видео, вернее, началось по объездной города Донецка, и проехали по объездной и движемся вот по трассе в сторону Мариуполя. Здесь ремонт уже выполнен. Раньше барьерного ограждения вот на разделительной осевой не было. Это вот разделяет направление движения. Сейчас на большем протяжении трассы, ну, можно сказать, даже почти на всем протяжении трассы, это вот разделительный барьер есть. Ну, и это отлично. Сделали здесь раньше, вот если выезжаете вы с правой стороны, вот как по ходу движения, со второстепенной дороги, и вам нужно, допустим, в сторону Донецка, то есть поворот налево, вы пересекали эти две полосы, ждали. Очень опасный такой маневр был. Сейчас сделали, выезжаете, поворачиваете направо, двигаетесь до первого разворота, там вот, как я уже говорил, делают специальные карманы, разворачиваетесь и двигаетесь. Это более такой безопасный маневр. И сделали это причем на всем протяжении этой дороги. Обратите внимание, вот в некоторых местах даже вот установлено уже освещение, ну, ближе, где искусственные сооружения, вот эти освещенные места есть. А так, да, вот в основном пока трасса еще недостаточно освещена, хотя где-то я читал, что в процессе хотят полностью, вот эти полностью 100 километров
трассы подсветить в ночное время, чтобы более безопасное движение было. Ну, а мы с вами потихонечку, ну, может и не потихонечку, едем в сторону Мариуполя и рассматриваем дорогу. Здесь вот, чтобы не затягивать видео, мы будем заканчивать. И смотрите продолжение видео, как мы двигаемся с вами к Мариуполю и дальше по дорогам. Не забудьте обязательно подписаться на канал, кто еще не подписан. Ну и поставить лайк, кому нравится видео. Ну а кому не нравится, сделать то же самое. Буду заканчивать, дорогие друзья. И безопасного вам движения, зеленых светофоров и, как говорят в народе у водителей, ни жезла, ни гвоздя. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах. Вроде уже попрощался, но забыл еще сказать. Хочется отметить, что вот по всей дороге, вот Донецк-Мариуполь, постоянно окашивают траву на обочинах и вот постоянно поддерживают в чистоте эту дорогу. Вот сколько ездил, всегда видел, работают люди, вот дорожные службы и содержат дорогу в таком шикарном, идеальном состоянии. Хочется сказать им спасибо еще вот дорожникам за эти работы. Ну и теперь вот на этом точно все. Заканчиваем и двигаемся в сторону Мариуполя.